Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Второй прогноз гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля. Давайте мы узнаем подсказки карт. И у нас сегодня колода добра. И изображение и значение этих карт подаются с позиции позитивной психологии. Давайте будем добрее, мои дорогие, к самим себе, к собственной душе. Жизнь не бывает полностью предсказуема. И позволим себе, как право ошибаться, так и идти дальше. И, допустим, альтернативные варианты развития событий и, что немаловажно, нашего восприятия. Мы можем думать или предполагать одно, а жизнь нам диктует свои правила, или преподает какие-то уроки, или дает новые возможности. И важно не пройти мимо чего-то очень важного в нашей жизни. И пусть нам будут подсказками образы карт и две темы. Что важно знать и каковы неожиданности? Давайте мы рассмотрим в нашем прогнозе. Достанем еще карту «Что скрыто?» и посмотрим по основным сферам жизни. Итак, что важно знать? Что для вас будет в приоритете на эту неделю? Неожиданности или чего не избежать? Чему сейчас не время? Или что может помешать? А что вам будет помогать? Что скрыто? Достанем такую карту. Может быть, чему-то не придаем значения. Или кто-то скрывает. Дела, работа, бизнес, денежная энергетика, финансы. И личная жизнь. И что же для вас будет важно знать? Отшельник. По этой карте посмотрите, дверь красивая. И ключи, кстати, вверху расположены, надеюсь, видны. По этой карте мы делаем временное отступление. Как будто нет смысла что-то продолжать или пытаться продолкнуть, продавить какую-то ситуацию, или напором что-то решить, или быстро разобраться с кем-то. Вообще по этой карте все же отшельник. Самое главное – это ваше намерение, цели, то, что вы хотите достичь. Но есть, видимо, какой-то пункт в вашем деле, то, что вы не можете изменить. Карта вообще нам рекомендует сделать своеобразную передышку, потому что сколько ты не торопись, как будто на этой неделе не ускорите каких-то вопросов. Или сделать то самое отступление и пронаблюдать, как сама по себе ситуация развивается. Отдать ее словно, ну, может быть, на волю обстоятельств или высших сил, а вас самому за это время словно совершить перегруппировку, самонаблюдение, наблюдение за людьми, которые вас окружают, наблюдение за обстановкой. Вот не время торопиться, но время сохранять свои принципы и приоритеты. Это будет важно. Старший аркан. Видимо, может быть, те события, которые к вам приходят на этой неделе, они не зависят от ваших желаний. Это могут быть как новости или какая-то информация. Но вот давайте неожиданности мы узнаем. Победа. У кого-то победа финансы, у кого-то победа в личной жизни, у кого-то просто согласование, документ важный подписали, или он готов, вы получаете. И практически весь мир у ваших ног, мои дорогие, буквально в этой колоде, как будто корабль на воздушном шаре. И, может быть, вы собирались совершить или поездку, или куда-то переезд. Но, видимо, есть что-то, что перед вами открывает пути дороги. Есть какая-то возможность. Но правильно взаимодействовать нужно с теми обстоятельствами или возможностями, которые приходят к вам. И поэтому по карте «Отшельник» нам и говорят: ты не торопись. Может быть, и нужно что-то просчитать. Или на этой неделе что-то, ну, сколько ты не ускоряй или не пытайся наверняка в чем-то выяснить обстановку, ситуацию. Видимо, все-таки пока не время торопиться. Знаете, здесь по шестерке огня может быть еще такой момент, когда в неожиданностях, да, вы получаете известие и точно знаете, это как приходит уверенность с какой-то информацией, что у меня получится решить какой-то вопрос. И вот это как побудительный мотив, быстрее что-то хочется организовать. Но карта нам говорит, ну, быстро что-то не протолкнешь. Чему сейчас не время? Вот и карта говорит, с одной стороны, тратить деньги, вообще это самодостаточности карта, избавление
от финансовых каких-то сложностей, карта того, когда мы правильно взаимодействуем где-то как и с миром, с людьми, так и правильно распределяем финансовые средства. Не время, знаете, это карта уверенности в себе. Но, видимо, раз позиции чему сейчас не время или что может помешать, наверное, если чересчур будем в себе уверены или уверены в том, что я знаю, как будут развиваться события, ситуации, или я что-то просчитал или просчитала, у меня уже теперь уже все как будто готово, значит, в любой момент что-то может поменяться. Опять же, потому что отшельник нам говорит, обстоятельства влияют на вашу жизнь. Может быть, вот та самая пауза, какой-то вопрос не дает быстро продвинуть или быстро решить какую-то даже финансовую ситуацию. Да, финансы есть, но нельзя сказать это наскоком как-то мы решаем. Все же есть такой момент по этой карте, когда мы, кстати, о себе много не рассказываем по поводу финансов. И неважно, кто это, может быть, наши родственники. Но вообще вот о своих планах, как и дальнейших, так и о том, что у вас уже получилось сделать. Вот не время говорить, что вам будет помогать. Вот смотрите, как интересно, да, у вас прекрасные карты, девятка земли, шестерка огня, карта победителя, по сути. Начинается с карты отшельник, и что помогает? Колесница. Значит, помимо вашего желания, будет тот момент, когда какой-то вопрос вы не ускорите, как я сказала. Но будет и еще и другой момент, когда вам срочно, буквально подпоясался и куда-то поехал. Может быть, проиграется как вот эта аркан колесница, как какая-то поездка, как ну, возможность решить тот или иной вопрос в другой местности. Может быть, это и сопряжено с вашей работой. По аркану колесница помогают, это карта перемен. Вам перемены, мои дорогие, конкретно помогают. Может, и законы какие-то меняются, и нам поэтому говорят, ты вот сейчас себя не тормоши, а пройдет какое-то время, тут у тебя все станет по местам. Потому что с картой колесница есть и такое значение, как тоже победа. И прекрасное значение, кстати. Буквально Колет Барон Рид, создатель этой шикарной колоды. Она прописала так: «Я падал, но поднялся вновь, чтобы жить свободно, честно, умело». Вот у вас такие возможности в позиции, что вам помогает. Какая-то победа или решение того или иного вопроса, какой-то сложной ситуации, совершенно любой. У кого-то с работой, у кого-то, может быть, даже какая-то многоходовочка, когда запутанная ситуация, мои дорогие, вы точно решите. Не сомневайтесь в себе. Определенный тезис, план, он должен присутствовать. Так же, как и возможность коррекции этого плана, потому что по аркану колесницы нам говорят, ты вообще какой-то прежний шаблон или прежнюю какую-то жизнь, историю, эпоху своей жизни или этап жизненный оставляй позади. Здесь что-то новое входит на ваш порог с новыми возможностями. И словно вы историю будете с чистого листа писать, правда, по аркану колесница. Мы не оглядываемся назад. Что же скрыто? Король воды. Это ваша карта. И не важно, что меня девочки смотрят или мужчины. И, скорее всего, это ваши какие-то тайны, секреты. Это то, что вы хотите. Может быть, как раз никому не афишируя, не рассказывая. По этой карте могут быть отношения, которые, ну так, где-то в тени, и вам не хочется об этом говорить. У кого-то может быть и любовный треугольник. Почему нет? Правда, такое вполне вероятно. Или какая-то финансовая ситуация, когда... Ну, тоже я не хочу показывать свой доход. Тут ведь по-разному, кто чем занимается. Может быть, в любом случае ваши планы, правда, не время как будто всех оповещать. Даже если у кого-то с переездом, тут я бы сказала, уметь хранить, ну, где-то свои секреты. И, знаете, по этой карте вы можете как будто анализировать свое окружение, потому что в этой колоде это проходит еще как гармоничное сотрудничество. И что такое гармония? Это когда есть согласие. У кого-то это гармоничное согласие будет касаться личной жизни, но мы еще узнаем, откроем карту, а для кого-то это по бизнесу или какая-то гармония в плане заработков, как будто
и заработки должны быть на уровне, ну, может быть, и какие-то юридические вопросы, денежные, документные, вот такие, они тоже должны в идеальном порядке каком-то находиться. Повторюсь, у каждого своя задача. Дела, работа, бизнес. Тройка земли. Уверенная позиция. Уверен как и в сегодняшнем дне, так и в завтрашнем. И правда, карта перехода и завершения одного жизненного этапа, перехода на другой уровень. Это карта сдачи экзамена. У кого-то буквально, мои дорогие, пройдет, как, может быть, вы обучались и сдаете экзамен, но есть еще такое понимание, как жизненный экзамен. Правда, что-то завершилось, поэтому карта колесницы говорит, не оглядывайся назад, не имеет это значения, тебе отсюда только вперед. И по тройке земли это всегда, знаете, как готовность изучать языки, изучать что-то новое, а быть открытому миру. Поэтому сам по себе прогресс с новыми возможностями у вас, мои дорогие, выпадает на дела, работу, бизнес. Вот такие замечательные энергии, но, повторюсь, по отшельнику это не развивается быстро. И по финансам, ну, нечего мне добавить, маг. Правда, тем более карты нам выпали так. Девятка земли, да, нам говорят, карта самодостаточности, когда получается у нас как решить финансовый вопрос, если до этого была какая-то проблема, так и заработать деньги, так и успешное ведение бизнеса тоже проходит по этой карте. Но что важно, быть магом. И ведь у нас выпадала карта девятка земли, в значении, чему сейчас не время. Мы говорили, не время тратить деньги точнее. И карта мага об этом подтверждает. Маг не заботится именно о деньгах. Деньги у мага есть всегда. Но это не основа всего. Не жажда к накопительству, не какой-то материализм. Для него идея важна. Поэтому для вас, для чего это все нужно? Вот как будто с этого начинаются новые возможности и ваша сильная позиция. С того, что вы хотите осуществить в конечном итоге, мои дорогие, каким-то образом это будет, ну, не просто пересекаться, а одно другое дополняет вот ваша задумка или намерение, цель. И финансовая состоятельность. Это все идет в каком-то одном тандеме. Но по магу он больше занят как раз идеей, нежели подсчитыванием материальных благ. Вот, видимо, это тонкий нюанс, мои дорогие, у каждого по-своему. Но продумайте, повторюсь, сильная позиция, большие возможности. Личная жизнь. Ну, все, что могло, выпало, наверное, вам, правда. Даже не зная карт Таро, глядя на эти прекрасные изображения, можно уже, ну, где-то настроение, тенденции на неделю просчитать. Десятка земли, десятка пентаклей, мы говорим. Это максимальная карта по деньгам. Правда, деньги будут. У кого-то эта карта в целом благополучие. Взаимопонимание в семье, когда все идет своим чередом. Дом полная чаша. Это ваша семья, это ваши близкие, это, в принципе, гармония, благополучие в целом. И где-то подтверждает вот эту карту мага. Может быть, это вы играете первую скрипку как раз в своей семье. Или даже если вы человек не семейный, вы можете, кстати, задумать все же на личную жизнь, обустроить свое жилье или совершить куда-то переезд. Какие-то вопросы, которые так или иначе связаны с местом вашего проживания и деньгами, тоже могут быть у вас на повестке дня. Но это все к благополучному решению. А кто-то из вас надумает переехать, правда? У нас десятка земли, если мы говорим благополучие, дом, что тоже часто проходит по этой карте. У нас совпадает в одной позиции, как бы идет с картой колесница, и мы говорим переезд или поездка. И кто-то из вас может отправиться очень далеко. Может быть, так вот необходимо по работе проживать в другой местности, чтобы контролировать что-то. Или релокация офиса, мои дорогие, или какие-то еще предложения, возможности. И вам, правда, нужно что-то обдумывать, ну, где-то так в тишине, наедине с самим собой. И не предвосхищать эти события, пока еще никому ничего не говорить. Видимо, настанет момент, когда вы все скажете. Но здесь больше терпения и, увы, где-то скрытности. И не, наверное, не прогадать в плане времени, когда выпадает аркан колесница. Я говорила, может быть, придется быстро куда-то отправиться, когда
Времени мало, иначе мы спустим какую-то, ну, очень благоприятную возможность. Поэтому, мои дорогие, прекрасная неделя. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.